Привет всем любителям самых странных и упорных компьютерных экспериментов. Сегодня будет технодичь. Возникла тут у меня в моей больной голове такая идея. А что если взять и запитать комп от пальчиковых батареек? А я так и подумал, а почему бы и нет, если такое возможно. И специально для этого я накупил пальчиковых батареек несколько упаковок. А еще для того, чтобы установить эти самые пальчиковые батарейки, накупил вот таких вот пластиковых ячеек. И в каждую такую ячейку устанавливается по 8 пальчиковых батареек. На выходе получается 12 вольт. И потом вот эти вот ячейки я объединю параллельно для того, чтобы они обеспечивали большую силу тока. И здесь вы, наверное, скажете: Nitroxenus, все это, конечно, хорошо, 12 вольт. А где остальные напряжения? Как ты будешь запитывать материнскую плату и жесткий диск? И я над этим тоже продумал, и специально для этого я купил вот такую вот хренотень, которая в свое время была у майнеров, пользовалась популярностью у майнеров. Это такая штука, получается такой мини-блок питания, который преобразовывает с 12 вольт до остальных напряжений. Здесь вот такая вот 24-контактная колодка под материнскую плату и распаянная плата. А на этой плате находятся DC-DC преобразователи, которые будут уже преобразовывать с 12 вольт до нужных 5 вольт, 3 и 3, то здесь получается дежурка, минус 12, в общем, все необходимые напряжения для питания матери. И также выходы Молекса и SATA для питания жестких дисков. Ну что же, давайте сейчас спаяю эти ячейки, установлю батарейки, все это подключу к тестовому стенду, запущу компьютер и еще попробую поиграть на компьютере от пальчиковых батареек и вообще посмотреть, сколько это протянет и как это будет работать. Ну что же, давайте приступлю. Наконец-таки собрал этот тестовый стенд. Материнская плата MSI на сокете AM3+, процессор FX 6100, кулер вот такой Deepcool GAMM X300, 4 гига оперативной памяти DDR3 Samsung и видеокарточка JT 740. И SSD-шник еще на 240 гигов, на котором установлена винда и также установлены игрушки. И все это будут запитывать пальчиковые батарейки, никаких блоков питания, только жесть, только хардкор, только пальчиковые батарейки. Итого получается 6 ячеек, в каждой из которых по 8 батареек, итого 48 батареек будут запитывать вот этот вот комп. Я здесь переделал, первый раз я запустил и ничего не запустилось. И я так предположил, что нужно заменить провода, которые идут от батареек, потому что родные провода, которые были, вот такие вот там сечения внутри вообще ни о чем, там пару волосинок, и поэтому, я думаю, из-за этого была просадка. Заменил я, значит, провода, сюда поставил вот такой цифровой вольтметр, который будет показывать напряжение. Ну, надеюсь, минут на 15 поиграть этого хотя бы хватит, ну или на 10. Так, 12,6 вольт приходит, и давайте запускаю. Итак, ну-ка, запускайся. Ох, нет, пошла просадка. Итак, нет, оно не будет. И как видите, напряжение вот сейчас скачет. Нет, выключилось. До 9 вольт упало напряжение. Сильная просадка. Не получилось.
1000 торрентов, меня подери, этот комп не запускается от пальчиковых батареек. Дело в том, что я не рассчитал мощность. И для того, чтобы запустить этот комп и поиграть на нем в игрушки, нужно как минимум в 2 раза больше пальчиковых батареек. И что же делать дальше? Есть два варианта. Первое, увеличить количество пальчиковых батареек, и тогда этот комп запустится, и на нем можно будет поиграть даже в игрушки. Возможно, минут 10-15, потом он высадит все эти пальчиковые батарейки. Есть также второй вариант, найти более энергоэффективное железо, потому что здесь у меня стоит не самое энергоэффективное. Это процессор FX 6100 и видеокарта GT 740. И я решил пойти по второму варианту, найти самое энергоэффективное, что у меня есть. И я нашел такое. Это вот такая вот мать с распаянным процессором Intel Atom 4-ядерным и встроенной графикой Intel. Сюда устанавливается ноутбучная память и подключается колодка 24-контактная для питания материнской платы. И, по-моему, это идеальный вариант. Ну что ж, давайте сейчас вот это вот установлю в тестовый стенд и, наконец-то, запущу от пальчиковых батареек. Итак, попытка номер 2 запуска компа от пальчиковых батареек. Все я здесь уже установил. Еще поставил вот такой 80-миллиметровый вентилятор на обдув. Хотя он не сколько для обдува, а для наглядности того, что комп запустился. Потому что на самой матери нету ничего такого, чтобы видеть, запустилась мать или нет. Здесь также стоит SSD-шник, который не будет ни трещать, ни хрустеть. Ну что же. Итак, давайте подключаю. Так, подключаю здесь пальчиковые батарейки питания. Так. 12,5 вольт, как видно. 12,4. И давайте, наконец-то, запускаю. Итак. Ну-ка, запустилось. Уже хорошо, оно запустилось. Все, на мониторе светодиод загорелся. Итак, ожидаем, сейчас должно появиться изображение на экране. Все, изображение появилось. У меня еще даже клавиатура вот такая вот, как видно. Сейчас не знаю, видно или нет на прожекторах со светодиодной подсветкой, она светится. Ну что ж, давайте сейчас подожду, как загрузится, и приступлю к тестированию. Все, винда на этом компе загрузилась, комп работает, и давайте по железу, что же здесь стоит. А мне сначала казалось почему-то, что здесь процессор должен быть Intel Atom, но оказывается здесь стоит процессор Intel Celeron J1900, который имеет 4 ядра и работает на частоте 2,4 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти DDR3, который работает на частоте 1333 МГц. В принципе, можно было бы установить еще одну плашку на 2 ГБ, того бы было 4 гига оперативы, но я думаю, что в этом нет необходимости. Кстати, вот закончился тест Cinebench R15, и процессор набрал 144 балла, что, в общем-то, немного. Ну что же, давайте сейчас запущу игрушки и поиграю на этом компе в игры. Ну что ж, давайте приступлю к тестированию. О, да это же киберпанк, которого мы заслужили. Посидел, поиграл я за этим компом около часа, и даже за этот час батарейки не смог высадить. Он все равно работает под нагрузкой. Конечно, уже сейчас батарейки просаживаются до 9,8 вольта, но комп все равно продолжает работать. И какой здесь подвести итог? Комп работает от пальчиковых батареек, я даже не знаю, что еще сказать. А вот если, кстати, поставить сюда автомобильный аккумулятор, вот это будет топчик, и прям хватит надолго. Еще монитор запитать отдельно, и вообще можно будет сидеть без электричества. Ну что же, вот такое вот было видео. Если вы хотите еще больших безумных экспериментов, то обязательно поставьте лайк.
А на этом все. Всем вам спасибо за просмотр и всем пока. Больной ублюдок, извращенец проклятый. Но хорошее порно получилось, хорошее. Прям жесткое такое, как я люблю. Прям аж и лайк не жалко поставить.